Всем привет! Мы продолжаем серию видео про европейские и псевдоевропейские масла. Сегодня у нас на очереди вторая серия про бренд Матюль. Кто делает, где делают, Франция или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. В этой части мы разберем: первое, на каких заводах и в каких странах производится тот Матюль, который мы с вами получаем в России. Второе, стоит ли Матюль своих денег. И третье, бонусное, как к бренду Матюль относится в Японии, покупает его там или нет. Поехали. Заводов, на которых на постоянной основе производят Матюль, 3. Самый основной находится во Франции по адресу Шуман де Гондегарде в Эрес-сюр-Марне. Это завод по размеру в 2 раза примерно меньше, чем Transnational Blender, который мы с вами уже рассматривали в предыдущих видео. Примерно он одинаковый с Ellis Enterprises, плюс-минус такой же. Напомню, что завод Ellis Enterprises, который находится в Нидерландах, производит абсолютно все Нести и весь Valvoline, который мы с вами получаем в России. Бытует такое мнение, что завод во Франции слишком маленький для того, чтобы обеспечить потребности России, стран бывшего СНГ и части еще Европы. Конечно же, это полная чушь. Завод вполне абсолютно нормальный, полноценный, блендерный. Вы поймите, что блендерный завод — это не завод полного цикла. Вот для примера посмотрим давайте на завод в Онтарио, который принадлежит Петроканаде. Вот это завод полного цикла. Здесь производится топливо, здесь перерабатывается сырая нефть. Это совершенно другой уровень производства и совершенно другие площади. Абсолютно. Вот завод EMG, это, кстати, один из там бывших ExxonMobil заводов, который находится в Японии. Тоже посмотрите на мощности. Здесь перерабатывается сырая нефть, и здесь производится топливо. Задача блендерного завода: масло получить, масло смешать, масло отгрузить. Все, на этом все функции блендера заканчиваются. Поэтому огромных площадей и огромных технологических мощностей для этого вообще не нужно абсолютно. Для примера давайте еще вам покажу. Вот в Японии есть, например, небольшой завод, который занимается блендингом тоже. Это завод, считается, блендингом занимается. Такой вот завод занимается блендингом. Вот такой вот гаражный кооператив. Он, тем не менее, считается блендерным заводом. В силу того, что компания Матюль чрезвычайно закрыта информационно, узнать доподлинного владельца этого предприятия не представляется возможным. Но все-таки я думаю, по косвенным данным, что это предприятие полностью принадлежит Матюль, что они купили его, и они являются его владельцем. Так как это блендерный завод, то не исключено, что они там производят и некоторые другие бренды для европейских заказчиков, когда появляются, конечно, свободные мощности, если они появляются, потому что это очень типично для блендеров, которые находятся в Европе, даже те, которые делают какой-то монобренд. Все присадки, все базовые масла на территорию предприятия привозятся в таких специальных балк-контейнерах, называется, или по-русски его называют еще Еврокуб, такая 1000-литровая пластиковая емкость с металлической оцинковой обрешеткой рубашкой. Вот. И некоторые присадки привозят на территорию завода еще в бочках. Мы видим на территории огромное количество балк-контейнеров, гигантское просто количество. И видим с вами еще бочки Total на этом же заводе на территории. Скорее всего, бочки Total это присадки, я думаю, что это присадки какие-то там они возят в бочках в небольших объемах. Все, с первым заводом мы разобрались. Завод номер 2, он находится в Анзель, Алессандрия, это Италия. Завод называется SLA SPA. Завод этот блендерный, большой, полноценный. Он очень сильно похож по размерам на Transnational Blender. Давайте сравним. Это завод вот SLA, который мы с вами видим. А это завод у нас Transnational Blender, который находится в Нидерландах, про который я вам уже рассказывал. В общем, SLA сами себя называют лидирующей независимой компанией Италии по производству готовых смазочных материалов. Обороты этой компании за 2019 год, это я нашел совершенно на стороннем источнике, где есть отчетность, публикуется. Оборотка составила, в общем, в 2019 году 30 миллионов евро. Но это ни много ни мало для таких предприятий, это средняя оборотка, нормальная, вполне абсолютно. Вот, так что, в общем, предприятие достаточно большое. А еще SLA является торговым посредником и дистрибьютором базовых масел. Он перепродает базовые масла по факту. Есть такой сайт, называется он Import Genius, он, правда, весь платный, там, чтобы получить какую-то информацию реально нормальную, требуется заплатить какие-то бешеные деньги. Так вот, на этом сайте есть информация о том, что компания SLI действительно осуществляет торговую деятельность с российской компанией Техлюб,
который является официальным представителем бренда Матюль в России. И компания Техлюб производит с завода SLA отгрузки в Россию. Это информация от государственной итальянской таможни, которая предоставлена. Это официальный источник вполне, который предоставлен на свободный доступ. Для того, чтобы все узнать подробности там, с данными, с цифрами, конечно, нужно платить гигантские деньги, чтобы там получать какие-то уже полезные реально данные. Но, тем не менее, факт такой есть, да, компания Техлюб действительно сотрудничает с компанией, заводом SLA, с блендерным, и этот завод действительно поставляет продукцию в Россию. Все ссылки на эти источники я оставлю в описании к этому видео обязательно. SLA – это достаточно крупный независимый блендер. Он производит много чего и много для кого. Компания Матюль размещает на этом заводе заказы на производство своего бренда на постоянной основе. Тут ключевое слово «на постоянной основе». Конечно же, в остальном компания Матюль к этому заводу не имеет ни малейшего отношения. Все очень просто. Матюль заказал, SLA сделал, часть отправили в Европу, часть Техлюб увез в Россию. Все, на этом функции и отношения Матюль и компании завода SLA, они заканчиваются. С заводом номер 2 мы разобрались. Завод номер 3 последний. Он находится во Вьетнаме, называется Велюбе. Велюбе это сокращение от Vietnam Lubricants Chemical Joint Stock Company. Ничего мне память. Адрес на вьетнамском я называть его не буду, чтобы вашу психику не травмировать. Что сами Велюбе заявляют о себе? Компания Велюбе – это акционерная корпорация по химическим веществам и смазывающим материалам, которая была образована в 1994 году. В 2008 году она стала членом Матюль Азия Пасифик. И с помощью компании Матюль, которая имеет 150-летнюю историю, бла-бла-бла, стала развивать Тихоокеанский регион, по всей Азии продавать бла-бла-бла. У нее лаборатория, суперлаборатория, бла-бла. В общем, все то же самое, что пишут тысячи компаний блендерных подобных о своем производстве. Там ничего нового нет. Если у вас есть желание почитать все это, я ссылочку оставлю в описании. Если есть, конечно, у вас такое желание в переводе с Google переводчиком с вьетнамского на русский, это еще, скажу вам, то удовольствие читать. В общем, если есть желание, почитайте. Давайте посмотрим все-таки ближе на этот завод, что он из себя представляет. Гендиректором этой компании является Хао Вунгуен, а председателем правления Кейт Шульц, ну, судя по фамилии, это немец. Я нашел интересную такую ссылочку, где Кейт Шульц дает интервью сайту известному вьетнамскому, который называется Vietnam Time, по-моему, называется сайт. Там он очень-очень долго и очень-очень-очень подробно рассказывает про успехи компании Матюль совместно с Велюбе на рынках Азии. Если у кого-то есть желание, ссылочка будет в описании, сами все почитаете. Велюбе это обычный блендер, да, с азиатской спецификой, но тем не менее просто обычный блендер. Базовые масла в 100% они берут у местных производителей. Скорее всего, это либо Ветсов Петро, либо там Петролимекс, либо Петро Вьетнам. Но это, по сути дела, не важно, где они берут базу, потому что они сегодня могут брать здесь, завтра у других и так далее. Это типично очень для Азии. Что касается присадок, то присадки, скорее всего, везутся либо из США, либо из Европы. Опять же, доподлинно мы этого никогда не узнаем, потому что Матюль это очень скрытная структура, которую выведать что-то практически нереально, тем более там про такие дочерние предприятия. Что касается ассортимента Велюбе, то на сайте представлены, конечно, больше продукции для скутеров, водной техники, 2 Т4 Т и гораздо меньше для автомобилей, потому что во Вьетнаме такая специфика, кто был в Вьетнаме, тут поймет меня. Там никто не ездит на машинах, там все ездят на скутерах, там, мотоциклах, и мопедах, и на лодках и так далее. То есть Матюль, думаю, там выпускает небольшую очень линейку, достаточно ограниченную своих продуктов. Не всю, естественно, вообще не всю абсолютно. Вот, только что касается там больше мото 2Т и так далее. Вот, судовые, скорее всего, выпускают они масла. Они также делают очень много там бочковых продуктов. Но бочковые продукты, они очень востребованные в Азии на небольших СТО, которые обслуживают там скутера, мопеды и так далее. Таких СТО там просто пруд-пруди. Для судов масла делают, скорее всего, какие-нибудь гидравлические масла, то есть и так далее. То есть у них линейка ограниченная по сравнению с Велюбе. И если вот сравнивать два бренда в портфеле организации, то Велюбе, конечно, будет больше намного, чем Матюля, который они производят. Везде, на заводе, везде обклеено все Матюль, потому что они очень сильно гордятся тем, что они сотрудничают с компанией Матюль. Для них сотрудничать с европейцами и общий бизнес – это что-то, знаете, там сродни там чему-то такому, прям как манна небесная. Поэтому это естественно, потому что они очень любят Европу и они стараются все под нее подтягиваться.
Поэтому весь завод обклеен матюль, в танках есть наклейки матюль, везде все матюль, везде в СМИ матюль и так далее. Вот они с этим очень горды. Давайте, чтобы не быть голословным, покажу вам завод Сайгон Петра. Это в какой-то степени конкуренты Вилюбы, хотя таких заводов в Вьетнаме много. Этот завод примерно производит тот же самый ассортимент продукции, как и Вилюба, плюс-минус. Поэтому, в общем-то, они сильно похожи. Вот еще раз завод сверху Сайгон Петра, а вот сверху завод у нас Вилюбы. Все эти три завода, которые на постоянной основе производят матюль. Что касается производства матюль в других странах, помимо Вьетнама, Италии и Франции, он производится и в США, и какая-то часть, возможно, делается в Китае, и я знаю точно, что кое-что делается в Японии, об этом чуть позже в конце видео я расскажу в бонусной части. Это происходит местечково, разово и по необходимости. Так поступают абсолютно все блендерные и этикеточные структуры. Бренды они размещают при необходимости на заводах, на небольших блендерах заказы, когда им это логистически более выгодно. Это абсолютно нормальное явление, так делают все. Это целесообразно просто и никаких там мороки особо нету. Поэтому тара, которая производится, например, там, в США, либо в Китае, либо в Японии, она будет радикально отличаться от той тары, которая сделана в Европе, потому что пользуются той тарой, которую производит конкретный блендерный завод уже на месте, по факту, локально. Все, с заводами разобрались. Каких только слухов и мифов я не слышал про бренд Матюль. Первый слух, то, что Матюль производится в России. Я вам наглядно показал все три завода, которые на постоянной основе производят матюль. Если мы даже отбросим вьетнамский завод, то два завода, которые находятся во Франции и в Италии, их хватит просто за глаза, чтобы завалить всю Россию, все страны бывшего СНГ и даже часть Европы тем матюлем, который мы с вами покупаем. Слухи, конечно же, не беспочвенные, они растут от чего? Они растут от того, что в Подмосковье, вы сами прекрасно это знаете, это не секрет, производится огромное количество контрафакта. И наравне и с Shell, и с Mobil, которые самые там популярные для поддельщиков, подделывается и матюль также, конечно. Ситуацию очень сильно усугубляют канистры. Канистры, которые производятся во Франции, ужасные. Самая ужасная тара, которую производят для производителей смазочных материалов, это французы. Это просто какой-то трэш. Вы уже наверняка видели мои ролики про Total с их Nissan Elf, у которых там пузырятся наклейки, отклеивается все криво приклеено, косо, какие-то там облой постоянно на канистрах. И причем это оригинальная продукция, у которых крышки, которые для новой тары были для Nissan сделаны, крышки старые остались, банки новые, банки по диаметру крышки меньше, чем сами крышки. Все это течет. Первые партии, которые были, по крайней мере, это просто, вот реально, это полная жесть. Вот французская тара из всех производителей, с француза это делают самую конченую тару, самую. Поэтому вот эта вот тара ужасная, это обилие контрафакт, который у нас производится в Подмосковье. Все это вместе рождает слухи о том, что да, вот у нас начали там производить матюль. Конечно же, это полная чушь. Что у нас в России матюль не производит и не производил. Возможно, они будут делать какие-то грузовые масла, или, возможно, уже сейчас делают, опять же, от матюля этого ничего не добьешься, никакой информации. Но, тем не менее, вот эти вот продукты основные, которые мы все сами покупаем, там, 2Т4, Т8-100, они производятся во Франции и в Италии, попадают к нам в Россию уже с тех заводов. Слух второй. Матюль сам производит эстеровую базу для своих продуктов. В матюлю нет абсолютно никакого смысла вкладывать десятки и сотни миллионов долларов в высокотехнологичное оборудование, в огромные площади. Это очень энергозатратно и очень дорого построить собственный завод по производству подобных продуктов, поэтому, учитывая мизерные потребности матюль в данных компонентах, это абсолютно бессмысленно и нецелесообразно. Если вы действительно хотите понять, кто производит в мире алкилированные нафталины, эстеры, ПАК и группу 5, вы можете загуглить такие названия, как Хатка, Автон, Крода, там, Инолекс, Инеос, не Эниус, а Инеос, и некоторые другие. И тогда поймете, о чем я говорю. Поэтому, конечно же, то, что матюль производит сам для себя эстеровую базу, это тоже полная чушь. Вопрос номер 2. Стоит ли матюль своих денег? Матюль зарабатывает на собственном имени, на имидже. Я уверен, что большую часть бюджета матюль тратит на спонсорскую поддержку,
постматериалы, зарплату маркетологов, рекламу в масс-медиа, логистику. Представленность по бренду Матюль во всем мире достаточно неплохая. Матюль можно встретить в абсолютно разных уголках мира, в том числе и удаленных. Но хотел напомнить всем, что представленность бренда и реальные продажи бренда в конечных торговых точках – это две абсолютно разные величины. Я взял для примера в разрезе статистику из 1С, вот не поленился, вчера сел, сделал отчет, и у меня получилась следующая картина. Наши в Сибири в продажах. Мы продаем 70% двухтактных и четырехтактных масел из бренда Матюль. В первую очередь это Outboard, потом идет на втором месте у нас Snow Power, и на третьем месте идет ATV OTV. И только 30% автомобильных масел, ну, конечно, из автомобильных масел там самые популярные, по крайней мере, в Сибири, это Ecolite 530 и XS, который Gen 2 тоже 530. Думаю, что мировая картина, ну, конечно, она может отличаться в разных регионах, но плюс-минус примерно выглядит так же. Все очень просто. Талантливые маркетологи Матюль создали для компании такой имидж транснациональной крупнейшей структуры со 150-летней историей, которая корнями уходит в глубину веков США, причем после перебазирования во Францию это уже семейная компания и т.д. и т.п. Эта компания производит супер чудо масла для автомотофанатиков, для любителей автомотоспорта, которые производятся из супертехнологичных компонентов с использованием самых современных технологий, самых прогрессивных, и поэтому именно стоят дороже, чем некоторые другие продукты конкурентов. Маркетологи Матюль реально молодцы, они образцово-показательно отработали всю эту схему, и по их действиям, по структуре их политики маркетинговой, можно реально делать памятки. Вы наверняка заметили, что очень многие сейчас структуры, которые производят моторные масла, и российские в том числе, и даже некоторые иностранные, но я про российский сейчас говорю, которые производят масла, совершенно никакого отношения не имеющие к автомотоспорту, просто обычные середнячковые масла из всеми известной базы, которая у нас в России практически один поставщик, ну, крупный, по крайней мере. Вот. И они лезут тоже в мотоспорт, они пытаются спонсировать мероприятия, пытаются в умах людей связать, вернее, их бренд с автомотоспортом, потому что это работает, потому что у Матюль это сработало. Матюль это позволяет продавать свою продукцию во всем мире. И Матюль люди ассоциируют с автомотоспортом, потому что маркетологи Матюль очень долго, упорно и правильно этого добивались. И это абсолютно нормальное явление, в этом нет ничего предосудительного. Думаю, что это для компании даже больше плюс, чем минус. Основное, конечно, направление деятельности маркетологов и вообще рычаг, скажем так, воздействия на масс-медиа – это спонсорство. То есть Матюль очень много спонсирует различных команд спортивных, авто, мото, спорту, которые относятся. Матюль помогает многим компаниям безвозмездно, за спонсорскую помощь оказывает, вернее, за рекламу и так далее. То есть это очень хорошо работает, и именно на этом основном построена политика рекламная Матюль, именно на спонсорской поддержке. Это основная сфера маркетинговых расходов, которые несет Матюль вот именно в плане рекламы. Матюль сотрудничает еще и с околоспортивными структурами, которые занимаются либо тюнингом, либо производителями автомобилей, либо узлов агрегатов, это то же самое Нисма, да, которые совместные проекты есть с Матюль, либо Сузуки, для которых Матюль производит лодочные масла, вы все прекрасно об этом знаете. Таких компаний, как Матюль, на самом деле очень много. В Японии их масса, я вам уже о многих из них подробно рассказал, у нас есть полноценное видео по этим брендам, можете посмотреть на моем канале, это и HKS, тот же самый, это и Gazoo Racing, бывший TRD тойотовский, это и Вакос, это и Zero Sport, который паразитирует на Subaru. В хорошем смысле паразитирует, вернее. Это и бренды, которых я вам еще не успел рассказать, но обязательно расскажу. Это и хондовские Мугины, Нисма, тот же самый, Гредди, еще много брендов. В общем, в Японии их около десятка, только таких более-менее крупных, еще и мелкие есть.
И в США их очень много, в США с этими брендами мы обязательно к ним вернемся, я обстоятельно о них расскажу. Так вот, все эти бренды зарабатывают с одного и того же. У них у всех одна и та же маркетинговая политика. Зарабатывать с ореола на ореоле таинственности. То есть они создают такой имидж таинственной компании с супертехнологиями и продают свои продукты просто втридорога. А таинственность для чего используется? Для того, чтобы люди в реальности не узнали, что покупают достаточно средний продукт просто втридорога. А люди рады обманываться, это абсолютно нормальное явление, и в этом нет ничего предусудительного на самом деле. Просто создают красивый фон, красивую картинку, а люди на это покупаются. Ну, кто желает это делать, он будет это делать и будет удовлетворен морально тем, что купил суперпродукт. Поэтому люди всегда любят, чтобы их обманывали, это нормальное явление. Я сразу вспоминаю один такой момент, в Японии как-то 100 лет назад еще продавался продукт 5W40 от TRD, Toyota Racing Development, они переименовались в Gazoo Racing. Так вот, этот продукт выпускала Petronas, это был по сути то же самое, Petronas Cintium 5W40. И Petronas стоил в своей упаковке, по-моему, в 3 или в 5 раз дешевле, чем продукт от TRD. Представляете себе, да, то есть просто упаковку TRD залили, и продукт сразу увеличился в цене, там, в 3-5 раз там, увеличился в цене. И причем его там, покупали, конечно же, там больше как музей стояло на выставке, но тем не менее кто-то же его покупал, брал, там, использовал. Это я к чему сказал, что вы понимали то, что такие компании подобные, которые делают приспортивленные масла или для автомотоспорта, они всегда так делают, они всегда завышают цены. И это тоже абсолютно нормальное явление, с этим нужно смириться. Так что в итоге, стоит ли Матюль своих денег? Если вы внимательно слушали то, что я вам рассказал, вы уже наверняка успели сделать выводы сами. Матюль, ведя бизнес, приходится лавировать между соотношением цены и качества всегда. Они каждую минуту, каждый день изучают конъюнктуру рынка для того, чтобы быть в тренде. Мое личное мнение. Матюль в своей общей массе масло хорошего качества. Супермасла и эстеры. Сделать суперпродукт, имея технологии, имея оборудование и сырье, вообще не проблема. А у Матюль есть и первое, и второе, и третье. И они могут сделать все, что угодно абсолютно. Гораздо сложнее с этого продукта заработать. Иногда это настолько нецелесообразно делать такие продукты и нерентабельно, что за это даже не берутся, потому что это очень дорого. Конечно же, Матюль подобные продукты делает, но делает исключительно для гонок, для различных болидов, для спортивных машин, которые используются в гонках, именно в состязаниях рейсинга там, или там драги, не знаю, может, где они используют, для водной техники специальной спортивной, для спортивных катеров, лодок, для байков специальных спортивных и все, которые участвуют в соревнованиях. Я абсолютно уверен, что Матюль делает такие масла. Для гражданских автомобилей, для населения это настолько бессмысленно абсолютно делать такие масла в массе, да, в общем объеме, что даже и говорить об этом не стоит. Если какие-то эстеровые компоненты используются в гражданских маслах, то это настолько мизерная часть, что упоминать об этом даже и можно и не упоминать вообще абсолютно. Такие крупнейшие производители мастодонты, как Mobil, Shell, Petronas, Total, они не сильно-то балуются с ПАО-эстерами. У них есть в ассортименте масла, которые содержат в себе эстеры, но они их не позиционируют практически никак, не рекламируют нигде, там, не выпячивают, что вот, ребята, у нас там все на эстеры, покупайте. Им это не нужно, хотя это компании полного цикла, и их ресурсы, они просто несопоставимы с тем, чем обладает Матюль. То есть даже там не десятки раз, а в сотни раз, то есть крупнее структуры, если не в тысячи. Вот так эти компании, они делают продукцию для среднестатистического человека, обычного покупателя, и продают ему эти продукты усредненные, которые берут все. Вот, они на этом даже не зацикливаются. Конечно, цена на Матюль завышена. Покупая этот бренд, вы переплачиваете за бренд, за имидж, но она завышена не катастрофически, ничего такого экстраординарного нет в стоимости этого бренда. Вы покупаете свой любимый бренд, вы платите за имя, вы платите за то, что вам нравится, вы получаете моральное удовольствие. Ну, почему бы и нет? В Европе есть огромное количество блендерных брендов, которые производятся из того же абсолютно базового сырья, потому что базового сырья там производителей не так уж и много в Европе на самом деле. Тех же самых присадок, плюс-минус того же самого оборудования, потому что в Европе производители оборудования одни и те же, и тех же самых технологий.
Я в уме сейчас насчитал уже больше 10 таких блендерных производителей. На самом деле их, конечно, гораздо больше. Поэтому выбрать есть из чего. И Матюль, вот в этих, среди этих брендов блендерных, это не самый еще дорогой продукт. Есть некоторые продукты дороже. О них мы поговорим с вами в следующих наших видео. Поэтому, покупая Матюль, вы покупаете имя, вы покупаете бренд, и вы покупаете уже дополнительное масло, плюсом довеском к этому. Про представленность брендов в других странах. Вы наверняка видели наше видео из США, мы там снимали в обычных типовых магазинах. Там встречаются всем известные бренды, которые у нас тоже есть, и Mobil, и Castrol, и Shell, и Benzoil, и Valin, и Demitsu даже есть, там, и Quick State. Матюль в обычных магазинах там не продается, и, честно говоря, я там вообще не видел его, но он там присутствует, потому что я уже об этом в интернете прочитал. Есть там места, где он продается, это обычно либо тюнинг какие-то ателье, которые связаны именно с байками, вот, с водными мотоциклами, с лодками, что-то в этом духе. Там он присутствует. Что касается Китая, в Китае я встретил один раз, вот я вот недавно вспоминал, как раз встретил один раз Матюль, я тогда еще не делал блог, поэтому не снимал для него. Это было в Пекине, я помню, там есть авторынок такой здоровый, вот, и на этом авторынке я видел Матюль в одном из отдельчиков. У меня, кстати, видео есть этого рынка, кто-то может посмотреть на канале. А так, в принципе, в Китае особо я его не встречал тоже нигде. Что касается Германии, в Германии та же самая ситуация абсолютно, и во Франции тоже самое абсолютно. Матюль там продается, конечно, но продается тоже не в магазинах, вот в обычных типовых магазинах, хотя там полно люки-мули тех же блендеров и его конкурентов, но он продается там вот в тех местах, которые относятся к тюнингу, автомотоспорту, лодкам, байкам и так далее. Там он везде есть. Что касается Японии. В Японии мы были в 2019 году, снимали там, я Матюль там встречал в двух местах. Вот мы в Джеймс Кар, к сожалению, не удалось снять, потому что там запрещено это делать. Но он был в двух местах, это Джеймс Кар был, и он был в Автобаксе. В Yellow Hat и Абгараш его не было, он не продавался там. Это было в 2019 году, с того времени ситуация поменялась. Я вот буквально на днях позавчера беседовал с одним своим хорошим знакомым, который живет в Японии. Это русский человек, он просто живет в Японии очень много-много лет, уже занимается логистикой, отправкой вот как раз масел различных в Россию и так далее. Очень продвинутый человек, очень продвинутый, я у него очень многому научился. Так вот, он постоянно общается и работает и с блендерными заводами японскими, и большими, и небольшими, и с магазинами плотно общается со всеми и так далее. Он мне рассказал, что сейчас из Автобакса практически весь Матюль убрали, а напомню еще раз, Автобакс это самый крупный сетевой магазин в Японии, их там около 600, по-моему, магазинов по всей территории, по всем префектурам. Так вот, Автобакс практически убрали, из Автобакса, вернее, убрали Матюль практически отовсюду. Напомню, что в Японии полки в магазинах, они покупные, то есть для того, чтобы вы выставили свой бренд, вам нужно за это заплатить деньги. То есть вы платите деньги, выставляете свой бренд на полку, покупаете полку фактически. Продается масло, не продается, сеть уже не волнует, это уже ваши проблемы. Ну, видимо, Матюль в последнее время как-то не очень сильно продавался там. В Джеймс Карс продавался Матюль тоже, и сейчас до сих пор еще там встречается местами, я вот в интернете тоже об этом прочитал. Джеймс Кар это туросеть СТО, это по иронии судьбы, в общем-то, к нам напрямую относится, мы же представители дистрибьютора по Каслу в Новосибирске. Так вот, это Джеймс Кар, как раз это подразделение Toyota, которое занимается автомаркетом, в том числе и Toyota продает. У него в ассортименте много различных продуктов, в том числе и вот и матюлевский, как ни странно, хотя с Toyota никак не соотносится. Продукт, он называется J001, или J01, по-моему, называется продукт Матюль. С разной вязкостью он там продается. Сейчас я вам просто процитирую слова своего знакомого, потому что мало того, что он лучше меня разбирается в этом вопросе, так еще и в Японии живет. В общем, раньше продукт Матюль не просто экспортировался в Японию, там продавался, а там же и производился. Его делала структура, которую я вам уже неоднократно рассказывал в предыдущих роликах, это блендерный завод Сауна Касей Коги. Они делают также Verity, делают они также кое-что для Nismo и немного для Zero Sport. О двух этих брендах я вам подробно рассказал. Этот завод как раз специализируется на производстве масел с добавлением эстеров и так далее, поэтому это самый вот подходящий кандидат был для производства масла Матюль на то время. Сделает ли этот завод сейчас эту продукцию под вопросом, потому что из Автобакса Матюль вроде бы пропал.
Джеймисон Карр еще немножко им занимается, но в общей массе продажи Матюль гораздо стали меньше в Японии, чем это было, например, 2 года назад, 3. Что касается присутствия бренда Матюль в Японии вообще, он продается так же, как и в Штатах, в специализированных магазинах, тех, которые занимаются запчастями для мотобайков различных, для лодочных моторов, для автомотоспорта, тюнинговые какие-то магазинчики, ателье. Там он продается, он выставляется там обычно в пластиковой 5-литровой таре, стоит по меркам японским просто какие-то колоссальные деньги, от 10 тысяч до 11 йен. За 5-6 тысяч йен можно купить самый прогрессивный продукт от того же самого Mobil, например, да, там Mobil, Shell, либо там BP. Вот. Соответственно, эту продукцию Матюль за 5-литровую, за 11 тысяч, 10 тысяч йен никто не покупает из японцев. Вообще она может стоять в этих магазинчиках там месяцами, годами и просто пылиться, и как музейный экспонат. Вот, потому что японцы, они тоже не дураки, они понимают, что за такие деньги колоссальные, но брать продукцию тоже нет никакого смысла. Можно взять просто отличнейший продукт, который выпускает мировой бренд. Еще Матюль можно встретить в Японии, в тех местах, которые каким-то образом связаны с автомотоспортом. Это различные спортивные клубы автомото, которых очень много в Японии. Это и разные команды спортивные, и т.д. и т.п. То есть все, что связано с автомотоспортом. То же самое, что в Америке. Матюль спонсирует эти команды, он предоставляет им продукцию свою совершенно бесплатно. За это участники этих команд обклеивают полностью свои машины брендом, брендируют их Матюль. Вот, наклейки клеят там в гаражах, боксах, везде на соревнованиях и так далее и тому подобное. Получается такая вот органическая реклама. Что касается обычных рядовых японцев, то японцы обычно рядовые Матюль не покупают, которые не имеют спортивных там машин или там байков и так далее. Вот они о покупке Матюль как-то даже не задумываются, и в принципе он практически там не продается для гражданских обычных автомобилей. Тем более по таким ценникам, которые за него просят. В интернете Матюль найти вообще не проблема сейчас в Японии, ну, в принципе, как и в любой другой стране. И он часто встречается там в интернете именно в пластиковой таре, в пластике именно 5-литровой, то есть экспортный вариант. Потому что сами японцы внутри страны пластиковую тару для моторных масел не делают. Ну, в 99% случаев там есть пара производителей, которые делают в Японии из пластика, но это совсем мизерное количество, потому что это невыгодно, это очень дорого делать и потом утилизировать его очень дорого. Вот, поэтому обычно японцы вживую как бы они Матюли не покупают особо, гражданские обычные потребители. Та же самая ситуация, как с Люки Моля. Вроде бы он Люки Моля там есть в Японии, и вроде бы его и нет, потому что никто его не покупает. То же самое с Матюлем. Вроде бы есть, присутствует, но покупают его единицы. Фух. Это был самый тяжелый бренд, о котором я когда-либо делал материал. Из всех японских, европейских и американских брендов вместе взятых. Реально, я с ним провозился 3 недели. 3 недели я материал делал. Это капец. На этом все. Жду от вас обратной связи. Обязательно отпишитесь, что вы думаете по этому поводу. Какие вам продукты в бренде Матюль нравятся в линейке. Какие вы бы продукты хотели бы от них получить. Что вам, может быть, не нравится. Попадалась ли подделка и так далее. Жду от вас обязательно обратной связи в комментариях к этому видео. На этом все. С вами был Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.